Обычаи славян. Праздник Ивана Купалы. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Russian in Context с Инной и Ириной. Сегодня с вами Ирина. Спасибо, что вы слушаете нас здесь, на YouTube и на Spotify, и изучаете русский язык вместе с нами на страницах Фейсбука и Инстаграма. Сегодня я хочу поговорить с вами об одном празднике, который празднуется не только в России, но и в Беларуси, Украине и в странах Балтики, в Латвии, Эстонии и Литве. Я хочу рассказать вам о празднике Ивана Купалы. Его также называют Иванов день, Купалье или просто Иван Купала. Я слышала, что подобная, то есть похожая традиция празднования Ивана Купалы существует в Испании, День Сан-Хуана, а также и в Финляндии, Юханус. А может быть, и вам знаком этот праздник? Иван Купала – это летний праздник, который отмечался раньше и отмечается сейчас в некоторых странах в ночь с 23 на 24 июня по юлианскому календарю, иначе говоря, по старому стилю, а также он отмечался и отмечается по григорианскому календарю, по новому стилю с 6 на 7 июля. Купалье – обрядовое торжество, то есть традиционный праздник, посвященный расцвету сил природы и росту нового урожая. По времени и названию это торжество совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Крестителя. Думаю, что каждый из вас знает Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа. В славянских культурах купалье справляют, а именно празднуют ночью. Давайте посмотрим, как отмечается этот праздник. Люди купаются, затем жгут костры, водят хороводы, плетут венки и собирают лекарственные растения, другими словами, лекарственные травы. А теперь давайте рассмотрим шаг за шагом то, что я только что перечислила, то есть назвала. Обязательным обрядом, а именно традицией или ритуалом на Ивана Купалу было массовое купание. Считалось обязательным искупаться, помыться к празднику до захода солнца. На севере это чаще делали в банях, а на юге люди купались в реках и озерах. Люди верили, что с этого дня из рек выходили злые духи, и в них уже можно было купаться без особого страха. Кроме того, вода в купальскую ночь наделялась магическими свойствами и очищала тело. В этот праздник, по народным поверьям или легендам, вода может дружить с огнем. Символом дружбы воды с огнем являлись костры, которые зажигались ближе к закату солнца. Костры зажигались часто на берегу реки. Когда разжигали костер, то вокруг него водили хороводы, а именно танцевали вокруг костра, прыгали через него и пели купальские песни. Люди верили, что, перепрыгнув через костер, можно избавиться от любого заболевания, от любой болезни. Поэтому каждый, кто мог, старался прыгнуть через костер. Молодые и старые, и даже матери с детьми на руках. И тот, кто хотел стать счастливее и удачливее. Люди верили, что кто удачнее,
то есть лучше и выше прыгнет через костер, тот будет счастливее. А влюбленные пары, взявшись за руки, прыгали вместе через костер. Считалось, иными словами, люди верили, что если во время прыжка руки влюбленных останутся вместе, то они вступят в брак. Ну, короче говоря, у них будет свадьба. Как я уже говорила, вода очищала тело, ну а прыжки через костер очищали душу. Еще одним символом купалья является горящее колесо. Колесо подвешивали в середине костра, и оно горело ярким пламенем, ярким огнем. Здесь оно символизировало солнце. Конечно же, в это время девушки с большим удовольствием гадали при помощи венка. Незамужние девушки собирали полевые цветы и плели различные венки из этих полевых цветов, а вечером пускали венки по воде или просто бросали их в реку. Считалось, что плывущий по воде венок может показать, где живет будущий муж. Если венок тонул, то это означало, символизировало, что парень больше не любит девушку и, скорее всего, вступит в брак с другой девушкой. Я уже говорила, что на Ивана Купалу люди собирают лекарственные растения, другими словами, лекарственные травы. Говорят, что в это время эти растения обладают, то есть имеют особую силу. Люди верили, что травы, которые были собраны в купальскую ночь, обладают чудодейственными свойствами. Чудодейственные свойства – это магические, необыкновенные свойства. Они также верили, что с помощью этих трав можно вылечить серьезные заболевания, а именно тяжелые болезни. Свой рассказ я хочу закончить одной легендой. Говорят, что только один раз в году в ночь на Ивана Купалу цветет папоротник. И каждый хотел или хочет найти этот необычный цветок папоротника. Считалось, что кто найдет в лесу магический цветок, тому он принесет счастье и удачу. Согласно поверью, тот, кто обладает этим цветком, может читать мысли, понимать язык животных и даже становиться невидимым. Невидимым или незаметным – это когда тебя никто не видит простым глазом, как человек-невидимка. Конечно же, этот мифический цветок, к сожалению, не существует в природе. Когда я была маленькой, я также верила в эту легенду и представляла себе, как выглядит этот магический цветок. Я также представляла себе, какое бы желание я загадала, если бы нашла его. А что бы загадали вы, если бы нашли этот необычный цветок папоротника? Есть ли у вас какие-нибудь тайные мечты и желания? На этом я хочу закончить свой рассказ о празднике Ивана Купалы. Желаю вам успеха и радости в изучении русского языка с Russian in Context с Инной и Ириной. До скорой встречи!